Пуньк, 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 пуньк. Пацан, тебя обижают? Это вот этот, да? Да прибудет с тобой. Он по-модному так одет, а там его сопровождающий, типа, въебывается что-то. Ты случайно не Карл? Я, Карл, почему ты спрашиваешь? Я слышал, ты уходишь в монастырь. Да, да, это так. Но я просил Манфреда, своего верного стража, дать мне несколько дней свободы. Конечно, в бордель он меня не пустит. Так что я хотя бы дьявольски напьюсь. С кем мне честь говорить? С паном Индржихом, с королем. Приятно познакомиться, Индржих. Может, поговорим наедине? Что если я пойду в монастырь вместо тебя? Что если я пойду в монастырь вместо тебя? Я бы дал тебе золото, твой вес, если бы у меня было то золото. Но все крыши у Манфреда, моего ангела-хранителя и надсмотрщика. И он ни на шаг от меня не отходит. Если ты поможешь мне от него избавиться, он же слушает, о чем мы говорим. И что? Слушай, дружище, давай по стаканчику. Манфред старый сонный козел. Поговорим, когда он отрубится. Можешь избавиться от него, я буду только рад. Это ты что, типа кокнуть его? Хочешь, чтобы я его... Да? Или типа мне его набухать надо? О, боже, что с тобой случилось? Ты выглядишь так, словно на тебя напали. Нет, это я напал. Ты Манфред, сопровождающий Паныча. Ты Манфред, сопровождающий Паныча? Да, в чем дело? 13, какие-то пушинки летают. 13, 8, 16. Индржих выигрывает только в одном. Хочешь выпить? У меня послание от отца Паныча. Ну, это такое, я могу поговорить с ним наедине. Но в этом я, если честно, сомневаюсь. Давай, хочешь выпить? У тебя должно быть горло пересохло, ты сутками его караулишь, смотришь, как он пьет, а сам капли в рот не берешь. Да, выпить было бы славно. Видит небо, я это заслужил. Но если я хоть на миг ослаблю бдительность, этот повеса обязательно попадет в историю. Так давай выпьем вместе. А если захмелеешь слишком, то я за ним пригляжу. Истину говорит. Видишь, что ты парень надежный. Что пить будем? А если сыграть или нам в кости заодно? А не сыграть ли нам заодно в кости? Ну давай, поиграем с тобой в кости. Давненько мы не играли в кости. Да, там единички, пятерочки. Значит, единичка, пятерочка. Или взять две единички и перебросить. Подождите. У нас двойки нету. Была бы двойка, можно было бы 2, 3, 4, 5, 6. Да, это было бы хорошо. До сколька мы? До 3000, да? Набор очков и передача хода. Записать счеты бросить. Ну, давай записать счеты бросить снова. Ага. Ну, у нас одна пятерочка. В принципе, ничего не поменялось. Ладно, давайте набор очков и передача хода. Давайте. Оп. А там, кажется, так, одна единичка у него, одна пятерочка. На пятерочку он не берет и перебрасывает. Какой хитрожопый. 3... Неплохо, хорошо. У него 400, у меня 250. 1, 1, 5. 5. Тройки ничего не дадут, да. Хорошо, набор очков и передача хода снова. А насколько мы играем, слышь? Пятерочка у него. Перебрасывает. Хорошо. Я не могу в поверить, говорит он нам. А я могу. О, пацан, это все, это финиш. Набор очков и передача хода. Прекрасно. Ага, пятерочка только. Ага, даже вот так. Ну, нормально, он тоже набрал, но мы, в принципе, набрали лучше. О, все, пацан, это, да, это все. Набор очков и передача хода.
Ну, только если ему прям очень сильно фартанет сейчас, но в этом я сомневаюсь. У него 3 шестерочки еще есть. Ну, нормально, но не в этот раз, братан, не в этот. В следующий раз тебе повезет. Может быть... О, ничего себе! А сколько за 5 един... фу, это троечка. Это за 3 единички 1000 и 2000. Ну, все. Все, братан, все. Я выиграл. Мне хватит. Так мы ж ничего не пили еще. Мы ж еще ничего не пили. Цыц, я буду спать, вот даши, развлекайся. Завтра мы отправляемся в монастырь, ясно? Братан, ты перепутал. Это не он, это вот он. Да еще этого. Зато хватит. Ты перепутал, ты не тому дал, слышь? Гражданин, сука, деньги отдай. Поговори с Карлом. Иди, я присмотрю, не ссы, у тебя такой меч хороший. Ножны для меча такие красивые. А меч хороший у тебя? Сука, уйди уже отсюда, говно. Ну хорошо, он, значит, ушел. У нас и Карл. Я разобрался с Манфредом. Я разобрался с Манфредом, как и говорил. Слава богу, он глаз меня не спускал. Ни на миг, и все. Порвался утащить меня в монастырь, ведь... почему тебя спровадили в монастырь, честно, мне не очень интересно. Ну, давайте спросим, почему тебя спровадили в монастырь? Как всякий парень, я из горячей крови, я люблю прекрасных дев. Одну я полюбил слишком сильно, и она, скажем так, проболела 9, ага, но за это ссылают, если ее отец господин. Понятно. Черт, не то слово, пан Буковский пришел в негодование. Теперь ему не выдать дочь замуж, поэтому он сказал заплатить ему виру в 1000 грошей и преподнести мои яйца на серебряном блюде, или заплатить 1000 грошей и убрать меня с глаз долой. Ну, тут это уже твой косяк, да. Меньше нужно заражать своими 9-месячными болезнями всяких женщин непонятных. Почему твой спутник от тебя не отходит? Так он шел. Почему не отходит? Чтобы я не сбежал. Понятное дело, здесь я ходить свободен. Но он за каждым моим шагом и не прекратит, пока я не окажусь крепко запертым в монастыре. Да, и что, гроши у него, и даже седло и плащ мои у него под замком. Ну, видимо, из-за того, он не сбежит, потому что ничего нету. С голым задом. И что мне делать дальше? Я не умею работать, у меня нет грошей, а старый козел даже плащ у меня забрал. Он меня за горло держит. Но бедняков везде полно. Если уж выбирать между голодом и бедностью с одной стороны и монашеством с другой, то я выберу монастырь. Вот, коли бы мне украсть кошелек старика, тут уж я бы рванул так, что только пятки сверкали бы. И поминай, как звали. А если отправлюсь в монастырь вместо тебя? Кстати, кошелек сопровождает. А если отправлюсь добровольно? Ты серьезно хочешь провести всю жизнь в молитвах? Ладно, дело твое. Ну да, мое дело. Ты можешь попасть в монастырь, если умеешь читать и писать. Читать и умею, писать еще мы не писали. И у тебя есть особое письмо от нас, подтверждающее. Так отдай мне свое письмо, я просто скажу. Письмо у Манфреда, тебе нужно забрать у него его, и он выпустит. Значит, я его стащу, и ты исчезнуть. С голым задом, и что мне делать дальше? Я не умею... ну это, на бедняков везде, да. Это он уже говорил. Хорошо, вот и все. Значит, все. Все, значит, все. Хорошо. У нас у Сивки там всякая штука лежит, да? Сколько у Сивки веса? Нормально, Сивка молодец. Так, до Святоши нужно добраться, только став послушным, чтобы Карл мог сбежать, ему нужны гроши Манфреда. Мне нужно выкрасть рекомендательное письмо в монастырь, чтобы попасть на нового Манфреда, который охраняет Карла. Хорошо. А прямо оно у него или нет? Так, это мое.
Тогда давайте... Тогда давайте мы сделаем так. Мы с вами выпьем спасительного шнапсика. Потому что можно попасться прям... Или сохранение было. Сохранение было? Не, сохранения не было. Я не просто так сохранился. Хорошо. Значит, мы такие... Оп-оп. Ага. Мы закроем дверь. Значит, он бухой, да? Отомкнуть Е, но это не то. Это все того мужичка. И получается, что придушить, поговорить. Поговорить или придушить. А обокрасть. Обокрасть можно? Я не хочу его убивать. Если я встану, все равно просто поговорить. Блять, ну получается только душить. Придушение это не считается за убийство? Убить, поднять тело, обобрать. Мы просто возьмем все. Мы просто возьмем все. Он у нас спит, да. Мы на всякий случай сохранились. Может, придется его убить просто. Если он сейчас побежит, расскажет, что типа это я, мне там дадут штраф, всю эту херню, то тебе, у меня есть то, что тебе надобно. У меня есть то, что тебе надобно, да. Превосходно, давай кошелек, можешь письмо, как вздумается поступать. Отдай мне все, что в кошельке. Отдай половину монет из кошелька. Ничего не давай. Это типа я ему ничего не даю, да? Превосходно, давай кошелек, можешь поступать. Это типа я ему ничего не отдаю, да? Или это он может типа ничего не давать? Отдать половину монет из кошелька, отдать все, что есть в кошельке. Это я ему, да, это я ему даю. На, забирай, мне твои монеты нахрен. Удачи тебе, чтобы ты не собирался делать в монастыре, лучше иди сейчас, пока Манфред не заметил, что его обокрали. А что будешь делать? Заберу вещи и исчезну, хочу сбежать подальше, пока он не спохватился. Ну да, я прям вижу, ты бежишь, пятки сверкают, бежишь по... Да, и еще тебе пиво, пожалуйста, и ты, значит, убегаешь, ты такой... Ты так убегаешь, пацан, что просто, конечно, да... Ибо они тут все бегуны, что-то семья убегала, села за стол, что этот, да, убегает. Хорошо, вот это вот, значит, сюда. Доспехи сюда. А что там было? Что-то... Там, может, какой-то Г было. Я, наверное, так, вот это вот мы сделаем так, что вот это вот выкинуть. Вот это вот тоже выкинуть, а вот это вот мы передадим на лошадку нашу. Заметность, бла-бла-бла. Пища, оружие. Факел оденем, да. Сивка, давай мы на тебя залазим. А тот пацан вообще проснулся, не? Давайте, может... Видали? Они прям спиздили все. Они просто все спиздили. Все, что я выкидываю. Теперь понятно, куда все мои вещи пропадают. Которые я... Что случилось, молодые люди? Это туалет. Это очередь в туалет. А тот чувак, он вообще... Он есть? Ну, здравствуйте. Корчмарь, горожанин. А что случилось, собственно? Он еще лежит. Ну хорошо, пускай лежит. Мешать ему не будем. Отдыхает пацан. Мужичок отдыхает, да. Ну хорошо, а мы побежим, значит, дальше в
в монастырь. Ну, я думаю, что он не... Ну, он как бы спал, я его придушил, он же не может узнать, кто это. Все, мы, значит, идем сюда. Ой. Куда-то к тебе, что ли, надо подойти? Какие у тебя странные волосы. Ну, или шерсть, там как это. Вот сюда, да? А, да, даже так. Слышишь? Выходи, надо с тобой поговорить. Да. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Ну, выходи. Ну вот так давай. Слушай, я послушник Карл, меня ждут. Можно мне заглянуть в монастырь? Нет. Я послушник Карл, меня ждут. Я должен стать послушником. Мы ждали тебя раньше, и, кажется, должен был прибыть сопровождающим. В последнее время у нас все наперекосяк. Народ валом валит. Из чего-то там. Из чего он валит? Ну что там? Где он? Куда он валит? Где, куда, когда? Валит из ниоткуда. Попробуйте знать, кто стал послушником до Карла. Он напился и не смог прийти. Это тот, типа, сопровождающий, да? Я же здесь, так? Ну, логично, типа, слышишь, я здесь, сука, ты чего этот? У тебя какие-то проблемы? А что если попробовать, кто до него стал послушником? Получится у нас 13-11, да? Ну, не знаю. Рискованно. Ну, давайте, он вчера напился и не смог прийти со мной. Как безответственно. Но и ты виновен в том, что оставил его, хотя, конечно, пьянство грех. Ой, бля, давай, не этот, без своих проповедей ебучих. Так, посмотрим. Успех. Разумеется, иначе меня бы здесь не было. Итак, ты готов выступить в монастырь святого Бенедикта и навсегда отринуть ну, давай. Тогда ты должен освободиться от тех своих вещей, продай их, раздай сейчас или пожертвуй монастырю, ты не сможешь вступить в обитель, обремененный мирским имуществом. Да, ваши рясы, блядь, это прям не вещи, ага. Привратторской найдешь ларь, оставь свои вещи в сундуке и облачись в рясу, затем можешь отдыхать, а я пока схожу к приору и сообщу о тебе. Все, мы с тобой поговорили. Выложи свои вещи. Монашеское облачение. А ты не охуел в моей кровати спать? Это, получается, мой сундук и... Странное чувство остаться без своих вещей. Я не понимал, насколько привык к ним. Все готово, пришла пора принести твои первые обед. Я правда должен приносить? Но самое интересное, что мы пришли по сути ночью, а уже утро, то есть Индржих так долго переодевался. Ну, блядь, да. У Индржиха явно проблемы с головой тоже, походу. А что ты так смотришь? Да, они там поют, я проверил по быстрому записи. Идем. Тот чувак подозрительно посмотрел. И этот тоже подозрительно посмотрел как-то. Блять, слово юнцы вспомнил. Юнцы, бля, юнцы. Это вот юнцы, да? Это вот те мы юнцы. Это мне из них нужно понять, кто юнец, тот, который был до меня юнец, да?
Или это те все-таки подозрительные пацаны в черных плащах, ну, рясах вот этих вот черных. Братья во Христе, сегодня мы собрались здесь, чтобы приветствовать нового послушника в нашей обители. Ага. Дорогой брат, забудь свою прежнюю жизнь и вступи в новую стезю в монашеской общине святого Бенедикта. Бенедикт. Служение Господу, послушание и стойкое перенесение невзгод. Это краеугольные камни и оплот нашего ордена, который с этого дня становится твоим. Ага. Суспиме домине секундум что-то там туэ виам. Да, конфундами. Индржик, конечно, латынь так себе. Индржик читать умеет, но латынь... Пой. Пой, говорит нам пацан. И это тоже такой, давай, пой. Суспиме домине секундум. Vivam et not confuse us ab expectatione блядь. Прими новое имя, брат Григорий, и носи его щи. Пошли нахуй, я Индржик. Добро пожаловать, брат. Григорием там где-нибудь Григорий, пускай на улице ходит. Я Индржик. Добро пожаловать, брат. Ебаться, пацаны целуются. О, что-то здесь не так. Типа в щечку приветствую. Ну, там ничего такого не было. Добро пожаловать, брат. Мое имя Антоний. Я тоже послушник здесь. Мне поручили показать тебе монастырь и рассказать о том, какие у тебя теперь обязанности. Иголка в стогу сена. Мы можем не осматривать обитель. Пойдем, расскажи мне о себе. Спасибо за подсказки во время службы. Ты прям сразу такой, ты, сука, первый подозрительный, потому что он нам помогал. Такое чувство, что он недавно проходил этот. Хорошо, спасибо тебе за подсказки. Спасибо, что помог на церемонии. Я не знал, что мне делать. Не знаешь латыни, да? Не страшно. В скриптории ты быстро ее освоишь. Но почему ты решил уйти из мира? И ты сам захотел или тебя заставили? Список повседневных дел. Я хотел стать монахом. В монастыре можно многому научиться. Меня наказали. Давай мы поговорим об этом потом. Можно сказать, типа, сказать, что меня наказали, может, расскажет историю, как и тот чувак. В монастыре можно многому научиться. Давай меня наказали, меня отправили сюда в наказание. Будь моя воля, я бы так и проводил дни в корчме, а ночь в объятиях гулящих. Я тебе не завидую, к сожалению, вся твоя жизнь теперь... Ты кто такой вообще? Ты кто такой? Я послушник, и я здесь потому, что купец из меня никудышный. Мне нравятся книги, нравится учиться, но надо сказать, многое в жизни обители оказалось неожиданным, типа, для меня. Можем ответить, не осматривать тебе. Ну давай, пошли. Думаю, что надо. Хорошо, приор попросил меня передать тебе перед этим твой распорядок дня. Будем говорить о твоих ежедневных обязанностях. Обязательно прочти его сегодня же, чтобы знать, что тут и как. Теперь следуй за мной, я обо всем тебе расскажу. Да. Запомни одно слово, дисциплина. Ты должен лишь трудиться и молиться. Теперь теперь служь Господу, а не что-то там. Да, Сайва Домине. Можно я пройду, пожалуйста? Я первый шел.
Сейчас монахи такие. Это лестница в опочивальню, там мы спим. Можешь спать на любой свободной постели. Ага. Знаешь, что меня научил монастырь прежде всего? Ценить сон. Мы каждый день встаем до зари. К этому не сразу привыкаешь. Тебе помочь? Может как-то закрыть дверь, но дверь нельзя закрыть. Послушник Йодок. Монах. Господь. Идем же, что-то там. Это сад, место для созерцания и размышлений. Да, нормальный такой сад. Этот монастырь был основан много веков назад достопочтенным братом святым Прокопием. Его бренные останки покоятся в пещере под монастырем, а его дух блуждает по коридорам. Так что берегись. Здесь крипторий, тут и библиотеками работаем. Молитва и труд. Ора et labora. Ора et labora. Молитва и труд. Да. Ты послушник, ты подчиняешься старшей братьи. Убери не имя. Над монахами стоят приоры, уставщики, которые карают нарушитель устава. Ты узнаешь... Ой. Ну, тут мы хаваем. Это трапезная. Здесь мы собираемся на трапезную. Во время еды ты должен молчать. Один из братьев читает устав ордена Святого Бенедикта. Устав — единственный закон монастыря, кроме, конечно, слова Господня. Если ты нарушаешь правила, тебя неминуемо накажут. Ну, про уставщиков я не уже говорил. Идем уже, я не хочу водить тебя до... Библиотека. Город Святого монастыря, сокровищница знаний. Мы не просто читаем книги, мы переписываем их. И ты тоже этому научишься. Вот и все. Сегодня у тебя еще нет послушания, но завтра ты начнешь трудиться, как и остальные. Если тебе что-то понадобится, спроси любого из братьев. Мы все с радостью тебе поможем. И я тебе советую познакомиться с остальными послушниками. Со мной ты уже знакома, еще в их числе Чиш, Йодонок и Лукаш. Знакомый. Спасибо, что все показал. Мне не нужно столько узнать. Сказать ему о том, что ты ищешь... Нет, это будет в секрете. А расскажи мне о себе. Это мы же уже спрашивали. Мне нужно несколько отмычек. У меня есть несколько вопросов. Еще раз расскажи о себе. Может, ну что новое скажет. Тут особо нечего рассказывать. Я жил в Вальше, а после смерти отца понял, что торговец из меня никудышный. И я оставил лавку своему брату и решил стать монахом. Здесь спокойно, есть еда и много времени на чтение, да? Значит, ты сам решил прийти сюда. Может показаться странным, но я один из тех послушников, которые пришли сюда по своей воле. Вполне возможно, единственный. Правда в том, что меня больше прельщает мысль провести всю жизнь в монастыре, чем быть запертым. Ну, там что-то с братом. По-моему, он рассказывал что-то другое. Купцом. Ну это да, получается. Но... Получается, он не пиздюк. Пиздюк просто, пиздюк. Мне нужно несколько отмычек, у меня есть несколько вопросов. Какие вопросы я... Кто здесь главный? Кто здесь главный? Кто здесь за все отвечает? По правде говоря, все кроме нас. Нормально, но официально аббат Петр. Скоро это будет кто-то другой, но какая разница? Все, что мы делаем, работаем и молимся. Понятно. Если между братьями раздоры. Да, как только начались разговоры о выборах нового аббата, монастырь превратился в осиное гнездо. Странно. Расскажи мне о выборах аббата. Аббат Петр стар. Когда он умрет, надо будет выбирать нового аббата из наших братьев. Сейчас кандидаты Иоанн и Невлис. И как по мне, Невлис лучший выбор, только вот мое мнение никого не волнует, потому что я послушников не спрашиваю. Ага, понятно. Ты лох, короче, да?
Ну, кто же здесь главный, мы же спрашивали. Расскажи мне о здешней жизни. Чё по жизни тут? Работа, молитва, работа, молитва. Да ты и сам знаешь. Мы служим Господу, вся жизнь строится на этом. Он вас, по-моему, об этом не просил. Кто здесь чем занимается? Какие обязанности у здешних монахов? Кто работает в библиотеке, кто-то в огороде, аббат следит за порядком. В его отсутствие приор. Но ты, главное, не забывай об уставщиках. Они следят за соблюдением устава. Они могут быть весьма строги, так что веди себя праведно и честно, выполняя обязанности, а то будешь наказан. Да. Назад. Кого бы ты выбрал? Это уже было. Мне нужно несколько... А зачем мне отмычки? Бля, у нас же все забрали. Несколько вопросов уже было. Мне нужно несколько отмычек. Мне подумалось, что нужно выбраться именно обратиться к тебе. Я ищу отмычки. Не знаешь в монастыре кто-нибудь, кого-нибудь, кто мог бы... Отмычки? Ты меня поражаешь, брат. Разве ты не сын дворянина? Но ты мог бы спросить у брата Килларя. Говорят, будто он был вором. Вором. Ну, все. Ну да, получается, у нас ни хашечки нету. Это все по квестам. О, список повседневных дел. Ключи от двери, ключи от сундуков. Братья-послушники, следующий распорядок описывает ежедневные дела, которыми вам предстоит заниматься в первые годы пребывания в нашем монастыре. Порядок послушания. Вот, краеугольные камни, на коих возведен орден Святого Бенедикта. За любыми отступлениями от сего распорядка, далее отмеченными восклицательными знаками, последует наказание в виде пребывания в одиночной келье. Если вы ищете заступничество, трапезы и отдых могут быть заменены на на усердную молитву и чтение. 3 утра начало... 3 утра? Еба больные на голову. 3 утра начало дня, 4 утра заутрение, я не знаю, что за заутрение. 6 утра совместная трапеза, 8 утра работа в трапезной, назначаемая братом Невласом, 12 дня работы в библиотеке, назначаемая братом библиотекарем, 4 дня дневная молитва, 6 вечера вечерняя общая трапеза, 7 вечера повечерие, свободное время перед сном, 9 вечера отдых и отход ко сну. Да славится Иисус Христос, отец Дмитрий Настоятель. 9 вечера и 3 утра. Это в 9 вечера, если они ложатся. Они, ебать, 6 часов спят. Вообще ёбнулись. Ну, видимо, да. Видимо, вообще ёбнулись. Почитать можно, да? Ну ладно, не хотим пока читать. У нас уже, в принципе, нормально прокачано чтение. Так, что у нас там по монастыре? Иголка в стогу сена. Я поговорил с паном Рацигом. Убивать. Он хочет, чтобы я передал святошу Рикторжу. Это был долгий день. Начинается до рассвета, так что пора мне ложиться спать. Ну хуя, ты ж хотел отмычки. Я должен найти службы на одного из викария, резня вновь в святошу. Вряд ли он сам по себе об этом скажет. Пока что я не знаю, кто из послушников мне нужен, но когда я найду его, он должен умереть, или я мог бы передать его правосудию. Ну, он... да, кстати, я же не продолжил тему по поводу того, что, конечно, он слинял. Получается, он убивал людей, все дела. Он... из-за него там и лошадки умирали, получается, и, скорее всего, люди, может, и много людей. И он съебался такой в монастырь, думает, что его никто здесь не достанет. Ага. Но нихуя, это так не работает.
Потому что я, наверное, даже если его найду, когда найду, я ему ничего не скажу, что его нашел. И я его просто ёбну. Ёбну и убегу из монастыря, и все, потому что пошел он нахуй. Будет сейчас тусить, блядь, в монастыре, ублюдок, кусок дерьма. Человек будет в монастыре тусить, такой свободный, мы заебись. После того, как он поубивал невинных людей, крестьян и так далее. Еще и лошадок. Лошадок, сука, самое главное. За них я всем ебальники буду бить. Особенно за свою сивку. Так, Чиш, мне с тобой надо было поговорить. Меня зовут Григорий, я послушник. Можно звать меня Чиш, ты здесь своей волей или в наказание, впрочем, это не важно. Добро пожаловать в чистилище. Ты сказал чистилище? Скоро сам поймешь, очень скоро. Не расскажешь мне о себе? Послушай, ничего личного, но я предпочитаю не говорить о прошлом. Ты что-то скрываешь? Ты что-то скрываешь? Почему ты отказываешься говорить о себе? Я скрываю неприятную часть своего прошлого, о которой... Как думаю, сколько всего... А еще ненавижу, когда спрашивают, не я ли, мол, сын великого пана Смиля, флажки из Я был богат, и у меня было все. Но затем отец почувствовал, что время его на исходе, так что он решил отправить одного из своих сыновей в монастырь. Я был младшим, так что мне выпал... У меня нет таланта к управлению имением, да и все считали, что я... пущу его по ветру. Ты только подумай, меня в монастырь. Так что тут... Должно быть, они поняли, что ты... Меня в монастырь... Так что я прихватил из дома все гроши, что сумел, лишь бы не оставаться в накладе. Должно быть, они поняли, что ты их обокрал. Что собираешься делать дальше? Выбраться отсюда как можно скорее. Подожду еще год, другой, пока мои вспыльчивые братцы успокоятся, а потом заберу серебро и сбегу отсюда, куда глаза глядят. А где твой тайник? Я сбегу, может, раньше, и... Может, ты захочешь потом тут остаться жить, и они тебе не понадобятся. Не стоило сюда приезжать, раз твоя душа к этому не лежала. Ну, логично, да. Но нам это не интересно. Прошу, пусть это останется между нами, особенно то, что... Ну, хорошо. Что-нибудь из себе. Мне нужно... Еще не дает покоя твой тайник. Нихуя. Особенно то, что касается денег. А рассказать ему о поиске святоши? Нет. Как ты избегаешь наказания за пропущенные заутрень? Как вышло, что тебя наказывают за пропуски? Не наказывают. Я приплатил уставщикам, чтобы они закрыли на это глаз. А другие монахи ничего не замечают. Если я появлюсь тут... Ну, про тайник-то будет странно спрашивать. Что думаешь о других послушниках? Мне интересно, что ты думаешь о других послушниках. Да, вот это вот... Антоний... Это тот первый, да? Это все, спасибо. Расскажи мне об Антонии. Вот с кем я тебе советую подружиться. Ну и со мной, конечно. Он спокойный парень, и с ним легко говорить. И на него всегда можно положиться. Хорошо. Кого бы ты выбрал аббата? У меня есть несколько вопросов. А что за вопросы у тебя есть? Ага, понятно. С тобой вот еще кто-то в белом. Лукаш, да, ты тоже был. Я говорю, послушайте, я видел тебя на церемонии, я знаю, тебя трудно было не заметить. Ну да. А ты кто такой? Лукас. Я тоже послушник, извини, но я не хочу с тобой говорить, я предпочитаю единение.
Смотри, получается, что ты первый подозреваем, потому что ты немножко прихуел. Потому что если к тебе подходит Индржик, ты не можешь сказать ему, что ты не хочешь с ним говорить. Так, я вернулся, да. Расскажи мне о других послушниках, расскажи мне о себе. Расскажи мне о себе. Мне нечего рассказывать. Я хочу сказать, откуда ты, кем ты был до этого и все такое. Я послушник, и здесь меня зовут Лукаш, остальное не важно. Нет, это важно. Почему ты не хочешь мне говорить? Я кое-кого ищу. Давай, неужели тебе нечего рассказать? Я могу, но не хочу, прости. Я хочу сосредоточиться на работе и молитвах, а не на том, кем я раньше был и уже никогда не буду. Ага, для нас не важно то, что было раньше. Мы отбрасываем свое прошлое, когда входим в монастырские ворота и приносим обеды. Расскажи мне... Ладно, других послушников хочешь мне рассказать? Я не так уж много знаю, но ты спрашивай. Чиж. Что ты можешь рассказать о Чиже? Почти ничего, я его едва знаю. Да и слышал о нем от других немного, но могу сказать, что он не особо соблюдает правила. Ну да, это мы уже знаем. Прости, еще о чем-нибудь? Подожди. Ты правда ничего ни о ком не знаешь? Ну ладно, спасибо и на том. Не огорчайся, прости за то, что я столь немного могу рассказать. Мне пока не хотелось ни с кем знакомиться. Это не обо всех. Так, еще раз, подожди, Чиж. Еще о чем-нибудь? Это просто. Анатолий, расскажи мне вот про Анатолия. Я бы с радостью, да ничего, я с ним слова-то не молвился, да и о нем не расспрашивал. Хорошо. Спрашивать дальше. Расскажи мне о других послушниках, расскажи мне о себе, рассказать ему о поисках. У меня есть несколько вопросов, все то же самое будет, да? Понятно, все. Хорошо. Значит, Чиш есть, Лукаш есть, и кто там еще был последний? Анатолий там, Антоний, это наш тот. Это вот ты, да? Да, Антоний, это он, и вот, ты последний, да? Йодок. Приветствую тебя, брат, я Григорий, я недавно. И тебе привет, брат, я Йодок, старший послушный. Надеюсь, тебе понравится монастырь, и ты не попадешь в неприятности. Он отпадает, потому что он неприятности. Ты молод, ты наверняка не сдержан, ты легко можешь нарушить правила ордена. Тебе стоит познакомиться со старшими монахами, и никогда не знаешь, когда... Он старше. Получается, если он старше, то, естественно, он раньше всех пришел. Значит, он на автомате просто отпадает. Но он еще и много знать должен. Что думаешь о других послушниках? У меня есть другие послушники. Чиж. Что можешь сказать о Чиже? Он вечно улыбчивый, дружелюбный, но, по-моему, по моему разумению, в монастыре ему не место. Слишком много грезит. Странно, что его до сих пор не вышвырнули. Будь моя воля, с катертью ему дорожка. Что хотел узнать? Похоже, ты на нем невысокого мнения. Как видно, тебе он не особо интересен. Я не верю ему ни на грош. Уж поверь, Григорий. Григорий, привыкнуть еще. Он что-то от нас скрывает. Кстати, ему тут пришло в голову что-то давно я не видел. Это Чижа касается, да? Хорошо. Антоний. Только то, что в монастырь пришел по своей воле. Не хотел работать в лавке его отца. Антоний неплохой поварен. На него можно положиться. Он не стал бы предавать наше доверие. Он всегда рад помочь, а этого по многих братьев не скажешь. И Лукаш. Никто толком ничего не знает о Лукаше. Он держится стороной, как и по мне. Он что-то скрывает. На твоем месте я бы его остерегался. У тебя есть причины подозревать его? Их немало, и в то же время ни одной.
Уставщики, что совершают обход, его ненавидят, а они никого, да, короче, не наказывают там. А что еще с чужим, не понял. Обязанности, понятно, это как там тоже. Тут все то же самое, подозреваю. Закончится разговор. Бля, ну и чё, мы познакомились, нам это практически ни ха не дало. Единственное, запомним, Йодок, он, значит, уже давно здесь. И, значит, а нам говорили, что тот чувак недавно. Получается, что Йодок отпадает, и у нас остается трое. Это Антоний, Чиж и кто там? И Лукаш. Антоний, Чиж и Лукаш. Но не все, в принципе, в белом новенькие, получается, да? И этот мне еще посоветовал познакомиться с монахами. Но я подозреваю, что просто те, кто подписан монах, они ничего интересного не дадут. А вот тот какой-то, кто там? Ты кто такой? Уставщик Штибор. Здравствуйте, уставщик. Да, я Григорий, я здесь недавно. Я знаю, видел тебя в костеле на службе. Подумал, что мы обязательно встретимся и довольно скоро. Я уставщик, знаешь ли. И что дальше? Что это значит? Если чтобы братья блюдили устав, выполняли свою работу, и затем, чтобы все шло как... А если что пойдет не так? В том случае у меня есть право назначить наказание, но тебя же не требуется наказывать, не так ли, брат? Я хочу тебя кое о чем спросить. Я хочу кое-что спросить о монастыре. А кто здесь главный? Между братьями есть раздор? Скажи мне о здешней жизни. Меня интересует устав ордена... Меня интересует история монастыря, чем занимаются монахи. Расскажи мне о послушниках. Это вот мы, получается, послушники, да? А можно ли покидать монастырь? Кого бы ты хотел видеть новым? Можно ли покидать монастырь? Ну, наверное, нет. А куда ты пойдешь? Здесь есть все, что нужно. В любом случае, двери на замке. Так что понятно. Как в тюрьме. Расскажи мне о послушниках. Меня интересует история монастыря. Чем занимаются монахи? А что о послушниках можешь рассказать? А что говорить? Мы, да, все правильно. Вы здесь, чтобы демонстрировать преданность Господу и жить как монахи. Через год можно принести обеты и стать братом. Нет, я имею в виду о тех, кто здесь сейчас. Так ты сам знаешь, Йодок странный, но ревностный и усердный, иногда чересчур. Чиж хороший товарищ, не слишком много о нем. Скова. Антоний прилежный работник и всегда готов помочь, но молиться ему следовало бы побольше. Лукаш тихий, как мышь. О нем никто ничего не знает. И ты, о тебе я тоже ничего не знаю. Короче, ты нам особо ничего тоже, да, ничего не проинформировал. Хорошо, с кем... Кто... это ты же был, да? Брат Невлас какой-то. Я Григорий, новопослушник. Я знаю, я видел тебя в церемонии приветствия. Меня зовут Невлас. Я Я отвечаю за собственность монастыря, за торговлю. Ага. Это означает, что вам приходит... совсем нет. Я лишь оставляю списки и отсылаю их. Скажи мне о себе. Я бы хотел побольше узнать о выборах. Я могу вам чем-нибудь помочь. Я слышал, ты кандидат в аббаты. Я хочу тебя кое о чем спросить. Я хочу спросить тебя о монастыре. Кстати, главное, скажи мне. Меня интересует устав мне. Ой. Чем занимаются монахи? Можно ли покидать монастырь? Это можешь спрашивать. Скажи мне, послушай, может, ты новый или это то же самое, блядь? А что ты говоришь? Здесь понятно, то же самое. Нет, я имею в виду... ты и так сам знаешь, понятно. Антоний Прилежный, понятно. Все, это все то же самое. Походу, нет никакого смысла спрашивать. Бля, и чё? И чё дальше? Что это? Иди спать. Хорошее задание. Можно мне факел, пожалуйста? Факел у меня нет. Даже так. Что? Что ж, никто из нас...
Уставщик Штибо. Уставщик Иоанн. Выборы аббата. Я хочу кое о чем спросить. Ну, скажи мне, я подозреваю, что он ту же самую хуйню скажет. Все, а что договорились, да? Понятно. Да, все. Блядь. Мы не ходим, пацаны. Вы ходите, я не хожу. Я не привык к такой поебистике, что я буду ходить. Это не сундук. Монах. Придушить. Вот это вот такая вроде самая удобная кровать, да? Как раз четкая. Антоний. Понятно, короче. Ну, тоже хуйня какая-то. Получается, сколько там? 3 часа у нас все это Г начинается, да? 3 часа спать. Пока мы будем спать, можете поставить лайки, подписаться на канал, подписаться там в социальных сетях, где надо, там, где вы есть, где вас нет. Вот. Ну и все, там, может, еще что-нибудь там в комментариях, можете написать, что, как у вас там житуха. Как здоровится. Здоровится, надеюсь, все хорошо. Здоровится, это важно, да. Игра сохранена. Они еще все долбят храпака, да? Хорошо. Значит, поспим еще часок. Удобство кровати 50. Типа, это самая лучшая у них кровать, да? Игра сохранена. Пацаны, кажись, там вы уже проспали, нет? Сейчас вам всем пиздюляшки будут. 3 утра, начало дня, ну. Ну, давай еще час поспим. Ну, это уже 4, это практически 4,5. Иди в костел молитву и мессу. И вы уже все посъебывались, да? По тапкам дали.